По итоговым отчетам месяца мы видим, что биткоин все-таки оправдал поговорку «май продавай», поскольку за 30 дней он потерял 3%. Да, это не минус 15, не 10, как было в начале года, но и не плюс 5, который зафиксировал S&P 500, несмотря на дорогую нефть и продолжающуюся войну в Иране, которая разгоняет инфляцию. Не могу сказать, что май стал ужасным месяцем для биткоина, ведь как-никак именно в мае мы пробили 80 тысяч и даже были попытки закрепиться выше этого ключевого уровня. В прогнозе на май я говорил, что это будет месяц закрепления, когда рынок будет переваривать все данные, инфляцию, Ближний Восток, и особого активного роста мы не увидим, что так и произошло. Но теперь следующий вопрос. А что насчет июня? Что нас ждет в этом месяце и какие катализаторы будут влиять на движение крипты? Да, здесь ключевое именно влияние на крипту, потому что акции бесконтрольно летят вверх, игнорируя любые отчеты по инфляции или нулевые шансы на снижение ставки ФРС в этом году. Но сегодня в ролике я расставлю все точки над и сделаю большой прогноз по биткоину и крипторынку на целый месяц. Сегодня на разборе у нас будет 3 ключевых момента, а именно война в Иране и какие шансы на ее завершение в июне, первое заседание ФРС с новым боссом Кевином Уоршем и тот самый аномальный рост акций, который идет уже второй месяц подряд, разгоняя тейки о пузыре, и что еще интересно, сейчас за счет пампа фонды экономика США держится всего на 10% американцев. Дополнительно пройдемся по важным датам и событиям, потому что уже через 7 дней нас ждет встреча стран ОПЕК+, которые за счет текущего частичного дефицита могут добавить скорости буровым установкам, чтобы накачать больше нефти и дампить цены, поскольку сейчас спрос очень высокий. Но что самое главное, в конце вас будет ждать теханализ биткоина с его ключевыми уровнями поддержки, сопротивления и моими целями на месяц. Я расскажу, как буду торговать биткоин в июне и на каком уровне он потенциально может закрыть первый месяц лета. Поэтому, друзья, без лишних слов, перед просмотром поддержите видео лайком, 1000 лайков и будет новое видео про топ альтов на вторую половину года. Также пишите комментарии, бонус $10 за комментарий забирает этот зритель. А с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, начнем с Ближнего Востока. Понимаю, что тема с Ираном немного поднадоела, но это именно то, что влияет на нефть, движение капитала и, соответственно, крипту. На сегодняшний день тот самый трамповский big deal до сих пор еще нет. В нашем телеграм-канале я писал, что Трамп выкатил список условий, где в плюсе остаются только Штаты, после чего Иран в очередной раз назвал такие условия неприемлемыми. Результат – нефть прыгнула вверх. Если что, все важные новости, утренние сводки, анонсы и мое мнение по рынку я выкладываю именно в телеграм. Поэтому все, кто хочет заранее быть в курсе актуальной информации и зарабатывать на ней, ссылка в описании. Сейчас война в Иране перешла в позиционный тупик с элементами точечной эскалации, особенно в морской зоне вокруг Ормузского пролива. Стороны не могут договориться, потому что цена компромисса для каждой из них слишком высока. Для Тегерана любое отступление означает потерю лица и, возможно, внутреннюю дестабилизацию. А для западной коалиции отступление означает признание неспособности контролировать ключевые логистические маршруты, что немыслимо для державы, которая претендует на глобальное лидерство. Весь июнь американский флот и союзники, насколько можно судить по утечкам из оборонных ведомств, будут проводить масштабную операцию по обеспечению безопасности судоходства, защищая акваторию, демонстрируя военное присутствие и пытаясь выдавить иранские прокси-силы из ключевых точек. Но тут единственное, что может внести хоть какие-то изменения, это 60-дневная пауза. Переговорщики США и Ирана предварительно согласовали 60-дневный меморандум. Это своего рода пауза, чтобы за это время продолжить переговоры по ядерной программе и условиям по Ормузскому проливу. Но окончательного официального соглашения пока нет. Трамп, по данным СМИ, еще должен был дать официальное одобрение, а Иран напрямую не подтвердил, что все согласовано. Лично я думаю, что шансы на эту паузу есть, потому что она выгодна всем. США выгодна пауза, потому что открытый конфликт давит через Ормуз на нефть, инфляцию, доходности облигаций и фондовый рынок. Трампу сейчас важно показать, что он не просто начал силовое давление, а добился сделки. Ирану пауза выгодна, потому что она может дать передышку, частичное снятие давления, восстановление экспорта нефти и время для торговли по условиям ядерной программы. Но сами понимаете, в этой сделке есть большие разногласия, для решения которых потребуется время. Для рынков главное, чтобы не было эскалации и не росла нефть. Тут уже не так важно ее падение, самое главное, чтобы она не росла. И если мы стабильно закрепимся ниже уровня $100, это будет хорошая новость для крипты. Тем не менее, друзья, Трамп есть Трамп, так что за этим всем будем следить.
Далее давайте поговорим про то, что пропустить невозможно – рост фонды. Обратите внимание на эту статистику. Сейчас всего 10% американцев по факту удерживают экономику США от обвала. Около 28 миллионов человек обеспечивают 49% всех потребительских расходов в стране. При этом на остальные 221 миллион американцев приходится всего 37% расходов. Это самая высокая концентрация потребления за всю историю США. И главный риск в том, что эти 10% напрямую завязаны на фондовый рынок. Каждый рост фондового рынка на 1% увеличивает потребительские расходы примерно на 0,05%. А в этом году рынки уже выросли двузначными темпами. Получается, вся потребительская экономика США все сильнее зависит от того, где каждый день закрывается индекс S&P 500. Нижние 80% населения уже почти не могут поддерживать рост потребления. Долг домохозяйств США превысил 18 триллионов долларов. Остатки по кредитным картам достигли рекордных 1,2 триллиона долларов. Люди с низкими доходами все чаще берут кредиты не для покупки роскоши, а просто чтобы закрыть базовые расходы. Кстати, на тему кредитов скоро будет новое видео на моем втором канале «Код денег», так что подписывайтесь. И все это происходит на фоне того, что цены примерно на 25% выше, чем в 2020 году. Deloitte прогнозирует, если фондовый рынок скорректируется на 10%, реальный рост потребительских расходов может замедлиться до 0,2% в следующем году и уйти в минус на 1% в 2028 году. И в этом главная проблема. 28 миллионов человек, которые сегодня поддерживают экономику США, сами полностью зависят от фондового рынка. Экономика США еще никогда не была настолько зависима от такого маленького числа людей. И эти люди еще никогда не были настолько зависимы от стоимости своих активов. Сейчас фонда растет, потому что корпорации в тупую заливают сотни миллиардов долларов на байбеки. Компании получают прибыль сектора ИИ, который активно растет, и часть денег отправляют на выкуп своих акций, что вызывает тот самый рост. Несмотря на то, что сейчас происходит в экономике. У биткоина, да и почти у всех альтов, такого механизма нет, и крипторынок на 100% зависит от прямого притока ликвидности. А что сейчас с ней происходит? Правильно, она снижается. То, что происходит с акциями, это петля, и она может раскрутиться в обе стороны. Пока рынок растет, элита богатеет и тратит, создавая видимость стабильности. Но стоит рынку дрогнуть, как механизм падения запустится с той же силой, с которой сейчас работает механизм роста. Именно поэтому я считаю, что власти будут делать абсолютно все, чтобы удержать S&P 500 на плаву, даже если для этого потребуется закрывать глаза на инфляцию, манипулировать статистикой или включать печатный станок. И в этом случае, да, крипта может стать второй целью для тех же фондов, если на рынке появится хотя бы несколько миллиардов долларов избыточной ликвидности, которая по большей части из золота перешла в акции. Да, эта история не на месяц уж точно, но создать потенциальные условия для крипторынка во второй половине года, особенно с поддержкой Кевина Ворша, о чем мы сейчас поговорим, шансы есть. Но перед этим, друзья, особое внимание. Мы с моей командой наконец-то закончили проект, над которым работали последнее время. И это масштабное обновление нашей подписки Coin22 Pro. Я с гордостью хочу представить вам этот инновационный продукт, которому в криптоиндустрии, да и финансах, просто нет альтернативы. Теперь Coin22 Pro – это полноценная торговая экосистема, в которой мы соединили 3 направления обучения, инновационного e-бота и закрытый VIP-канал. Внутри вас ждет Coin22 Trade. Там вы освоите фьючерсную торговлю с нуля и научитесь находить точки входа. Далее Coin22 Option, где вы изучите торговлю опционами, в которой риск известен заранее, а также Coin22 System. Там вы поймете, как между собой связана крипта, акции, нефть, золото, доллар, макроэкономика и ликвидность. И научитесь работать более системно, как крупные инвесторы. Все это максимально удобно упаковано в обучающий мини-ап прямо в Telegram, с видеоуроками, методичкой и тестами. Плюс к этому добавляется бот Coin22 AI. Это личный и помощник в трейдинге. Он помогает разбирать сделки, анализировать скриншоты графиков, считать риски и подбирать размер позиций до входа в рынок. Вся информация по сделкам от команды аналитиков и мое личное мнение по рынку ежедневно публикуется в закрытом VIP-сообществе, а сопровождение и поддержка 24/7 поможет вам на каждом этапе работы. Друзья, Pro это не просто канал с сигналами, это огромная экосистема, где вы сможете торговать не только криптой, но и акциями, золотом или нефтью, что сейчас особо актуально. Я действительно горжусь за то, какой продукт у нас получилось для вас сделать. И конечно, без вашей поддержки, просмотров и лайков это было бы невозможно. И присоединяясь к Pro, вы также напрямую поддерживаете канал и в целом наше сообщество. Рассказывать о плюсах Pro я могу долго, но лучше один раз попробовать и убедиться в этом лично. Так что переходите, изучайте и зарабатывайте вместе с Pro.
Теперь давайте разберем ключевое событие июня, а именно первое заседание ФРС во главе с Воршем. Ворш, в отличие от своих предшественников, мыслит иначе. Он не просто смотрит на цифры инфляции и механически подкручивает ставку вверх-вниз, как это делали бывшие председатели ФРС, которые работали в парадигме борьбы с инфляцией любой ценой. У него есть своя довольно интересная и, надо признать, местами очень убедительная теория. Он утверждает, что мы вошли в эпоху, когда искусственный интеллект становится структурным дезинфляционным фактором. Звучит сложно, но на самом деле логика здесь простая. Почти как в 90-е годы, когда Алан Гринспен разглядел бум производственности на фоне развития интернета и персональных компьютеров и не стал душить экономику высокими ставками, хотя тогда ему советовали действовать жестче. Гринспен тогда сделал ставку на то, что технологии сами по себе снизят издержки, а также повысят эффективность и удержат инфляцию под контролем. И он оказался прав, что в итоге привело к многолетнему бычьему рынку, который вошел в историю как один из величайших периодов роста. Была бы тогда крипта, она бы летела еще сильнее, чем на альтсезонах. Так вот, Ворш сегодня делает ровно ту же самую ставку, только вместо интернета у него искусственный интеллект, который, по его мнению, способен перевернуть производительность труда настолько фундаментально, что инфляционное давление ослабнет естественным путем, без необходимости загонять экономику в рецессию через повышение ставок. И знаете, в этом есть изюм, потому что когда компании массово внедряют ИИ, они реально сокращают издержки, оптимизируют логистику, автоматизируют процессы, и в теории это должно проводить к снижению цен на конечную продукцию, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Проблема в том, что мы не знаем временных горизонтов. Мы не знаем, насколько быстро этот эффект проявится в реальной экономике. И есть риск, что инфляция от колоссального спроса на энергию, чипы, а также инфраструктуру для ИИ на короткой дистанции будет выше, чем дезинфляционный эффект от роста производственности. И тогда вся эта красивая теория разобьется о суровую реальность, как это уже было с другими теориями. И 17 июня станет для этого днем истины. В этот день Ворш проведет свое полноценное заседание в качестве главы ФРС. Рынок сейчас закладывает 0% вероятности на снижение ставки до конца года. Абсолютный ноль. И это означает, что инвесторы вообще не верят в смягчение политики. Но Воршу не обязательно снижать ставку, чтобы изменить правила игры. И ему достаточно сменить риторику. Дать намек, что ФРС больше не считает обязательным условием достижения 2% инфляции для начала смягчения. Что если ИИ реально создает структурную дезинфляцию, то можно позволить экономике разгоняться, не опасаясь перегрева. Одно такое заявление, одна такая фраза в духе «Мы видим признаки технопрогресса, который создает дезинфляционное давление сильнее, чем предполагали наши модели, и рынок мгновенно переоценит все вероятности». Это может стать триггером для мощнейшего перетока капитала из безрискованных активов в акции и, конечно же, в крипту. Но если же инфляция продолжит усиливаться, а Ворш продолжит прямо говорить про ИИ, игнорируя реальные цифры, рынок может решить, что ФРС потеряла связь с реальностью, и тогда начнется распродажа на фоне потери доверия. Но и всегда остается запасной бюрократический вариант. Если инфляция не поддается, всегда можно просто изменить методику расчета, как это делали не раз, и сделать вид, что инфляция снизилась. Это цинично, но это работает. И опыт показывает, что политическое давление на агентство статистики в электоральные годы возрастает кратно. Тем более, друзья, давайте не забывать, кто сейчас сидит в Белом доме, и как он любит манипулировать цифрами, данными и статистикой. Если что, перед встречей ФРС 17 числа я постараюсь сделать отдельное видео. Также, само собой, в июне будем следить за инфляцией, данные по которой мы получим 10 числа. Думаю, данные прыгнут до 4% так точно, но самое главное, чтобы они не были выше. Еще из важного, 7 июня встреча ОПЕК+. Очень важное событие для нефти, потому что нефть в этом году стала одним из главных инфляционных триггеров. Если нефть растет, дорожат бензин, логистика, перевозки, производство и доставка товаров. Через время это начинает давить на инфляцию, а если инфляция снова ускоряется, то ФРС становится сложнее держать ставку. Здесь работает простая цепочка. Дорогая нефть – выше инфляция. Выше инфляция – жестче ФРС. Жестче ФРС – выше доходности облигаций, а это уже давление на акции, NASDAQ, S&P 500 и крипту. Если ОПЕК+, даст сигнал на реальное увеличение добычи, то нефть, конечно же, упадет, и для рынка это само собой позитив. Но есть нюанс. Важно не только то, что ОПЕК объявит, а сможет ли эта нефть реально попасть на рынок. Если остаются проблемы с Ормузским проливом, а также логистикой и страховкой танкеров, то увеличение добычи может остаться просто цифрой на бумаге. В таком случае нефть может не упасть, а наоборот снова вырасти, и тогда рынок быстро вернется к страху второй волны инфляции. Это будет негативно для акций крипты. Поэтому 7 июня будем смотреть не только на само решение, которое озвучит ОПЕК+, а и на реакцию нефти. Если нефть упадет, то это будет плюс для рынков.
Также 17 июня мы получим отчет по рынку нефти. Выйдет отчет Oil Market Report от IEA. Он важен для понимания дефицита, профицита нефти, восстановления поставок и последствий конфликта вокруг Ирана и Ормуза. Еще 24 и 25 июня данные по международным операциям, ВВП, корпоративной прибыли, а также инфляционный отчет США, за которым активно следит ФРС. В этот же день будет третья оценка ВВП США за первый квартал и корпоративной прибыли. Это важный блок для понимания, экономика реально крепкая или держится только на рынке акций и богатом потребителе. По большей части все крутится вокруг инфляции и нефти. Рынок сейчас торгуется надеждой на сделку и восстановление поставок через Ормуз. Нефть резко упала в мае на ожиданиях соглашения США и Ирана. Если в Омане или другой нейтральной точке начнутся тайные консультации, слухи о них начнут просачиваться именно в конце июня. Это способно резко обрушить военную премию в нефти, а дешевая нефть – это хороший фактор. И давайте теперь более подробно поговорим о самом биткоине, а именно его движении, притоке капитала и потенциальным целям на месяц. Сейчас в районе 70 тысяч формируется очень важная зона ликвидности. Согласно стакану, в диапазоне от уровня 72 до уровня 70 тысяч находится более полумиллиарда долларов заявок на покупку. То есть покупатели уже заранее выставляют лимитки и готовятся выкупать возможное снижение. По данным CoinGlass, в этой зоне находится около 6235 биткоинов ликвидности. При текущих ценах это примерно 443 миллиона долларов. Самый крупный кластер находится прямо над уровнем 70 тысяч. Это означает, что если цена пойдет к этой зоне, там может появиться сильный спрос, который способен замедлить падение и спровоцировать отскок. Ниже 70 тысяч следующая заметная зона спроса находится примерно на уровне 68 500. Там находится более 1000 биткоинов, то есть примерно 69 миллионов долларов. Но ниже этого уровня стакан становится заметно тоньше. Это значит, что если биткоин потеряет уровень 70 тысяч и 68,5, падение может стать намного резче. При этом тепловая карта ликвидации показывает интересную картину. В районе 70 тысяч под угрозой находится около 2 миллиардов долларов лонгов, а выше в районе 78 тысяч находится более 5 миллиардов долларов шортов. Поэтому если биткоин сначала соберет ликвидность внизу, в районе 70 тысяч, а затем начнет отскок, это может запустить движение обратно к зонам ликвидации шортов. Технически дневной тренд биткоина сейчас стал слабее. После потери поддержки в районе 74 800 цена начала формировать более низкие максимумы и минимумы. Локально сейчас биткоин торгуется внутри нисходящего движения и тестирует нижнюю часть диапазона в районе 72-73 тысячи. RSI при этом опустился к уровню 33. Это минимальное значение за последние месяцы. С одной стороны, это показывает слабость и контроль продавцов, с другой рынок уже становится локально перепроданным, а значит в зоне 72 тысячи может появиться попытка отскока. Опционный рынок тоже показывает, что участники внимательно смотрят на уровень 70 тысяч. Во время последнего снижения трейдеры активно покупали пут-опционы со страйком 70 тысяч. Это значит, что крупные инвесторы заранее страхуются от возможного падения именно к этой зоне. Но, кстати, сейчас есть хорошая возможность купить колл-опцион со страйком 70 тысяч с экспирацией до конца месяца. И более подробно, как работать с опционами, вы можете узнать в CoinVest2 Option. Но если смотреть шире, с февраля биткоин все еще торгуется внутри восходящего канала. В начале мая ему не удалось пробить сопротивление в районе 82 тысяч, после чего цена пошла вниз к тестированию восходящей линии канала в районе 72 тысяч. Я думаю, что июнь может стать месяцем новой попытки выхода вверх из этого диапазона, особенно если нефть останется ниже уровня 100 долларов, а лучше ниже 90, потому что чем ниже нефть, тем меньше давления на инфляцию. Но для роста биткоина нужна не только дешевая нефть, ему нужен возврат капитала через ETF. В последние недели из криптофондов стабильно уходили деньги, и пока данный тренд не изменится, биткоину будет сложно закрепиться выше уровня 80 тысяч. Мой базовый сценарий такой: если нефть не уходит выше уровня 100 долларов, инфляция не показывает новый резкий скачок, а притоки в ETF начинают восстанавливаться, биткоин может снова вернуться в область 80 тысяч, 83 тысячи долларов. Дальше ключевой уровень, локальный максимум около уровня 84 тысяч. И там уже будет понятно, куда рынок пойдет дальше. Негативный сценарий заключается в том, что если нефть снова начнет резко расти, а инфляция уйдет выше уровня 4%, то в таком случае тест поддержки на уровне 70 тысяч будет почти обеспечен. И как мы только что разобрали, если данный уровень не удержится, то следующая поддержка — это диапазон 68,5 тысяч. Исторически июнь для биткоина не является ни самым сильным, ни самым слабым месяцем, поэтому я не жду какого-то гарантированного взрывного роста, но и не считаю, что рынок упадет. Скорее всего, биткоин попробует снова вернуться в диапазон 80-83 тысячи, протестировать область 84 тысячи и уже там показать, есть ли ликвидность для продолжения роста. Поэтому я думаю, что в мае будет
будет локальный рост с тестированием локальных максимумов, а под конец месяца биткоин откатится и потенциально может закрыть месяц выше уровня 78 и 80 тысяч. И на это все, конечно же, будет влиять инфляция, цены на нефть, переговоры США и Ирана, заседание ОПЕК и приток капитала в ETF. И всю эту важную информацию я, конечно же, буду выкладывать у себя в телеграм-канале. Поэтому, друзья, подписывайтесь, пишите в комментариях ваш прогноз биткоина на июнь, задавайте вопросы, поддерживайте видео лайком и увидимся в следующем видео. Друзья, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!